Вчера Владимир Путин собрал Совет Безопасности, где предложил скорректировать подходы к применению ядерных сил и обновить основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В частности, предложено закрепить на бумаге, что территорию Российской Федерации вообще совсем никогда нельзя атаковать любыми летающими штуками. А тех, кто будет атаковать, и всех их союзников ждет ядерный пепел. Примерно так читается эта новость. Ее активно гуглят, и у многих она вызвала беспокойство. Хотя это и не новость вовсе. Ну, давайте сегодня это разберем. Для нашего режима характерна определенная биполярность. С одной стороны, он презирает бумажки. Мол, любые законы, правила, ограничения – это все для бедных и больных. Беззаконие не особо скрывается. Это такой особый понт, основание власти. Дескать, мы можем хер положить на любые писанные правила. Например, разрешить частному лицу забирать уголовников из колонии без единого документа. Просто потому, что мы власть. А что вы нам сделаете? Или другой пример. Можем провести всероссийский аттракцион по обнулению Конституции. Ведь бессмысленные персонажи, населяющие государственные институты от Госдумы до Конституционного суда, послушно все, что надо, подмахнут. Демонстративное презрение к закону – фактически неотъемлемый атрибут персоналистской власти. Диктатор по определению, какие правила хочет, такие устанавливает. Какие сочтет нужным, такие и соблюдает. С другой стороны, для диктатуры, состоящей из бюрократов, бумажка – почти религиозный символ. Типа, что-то такое мы в документах зафиксируем, нечто этакое закрепим на законодательном уровне, поставим печать и подпись, и никто уже никогда наши правила не изменит. Россия давно уже живет в шизофренической реальности, где закон не является препятствием ни для какой херни, зато какую угодно херню можно сделать законом. И херня, ставшая законом или другим формальным правовым актом, как будто обретает некое новое качество. К концу третьего года войны довольно очевидно, что угрозы, которыми сыплет Путин, уже не до такой степени впечатляют западных партнеров Украины, если не сказать, что не впечатляют вовсе. Разговоры о красных линиях давно уже воспринимаются как анекдот. Тяжелое вооружение поставили, химарсы поставили, танки поставили, самолеты поставили, ракеты дали, а потом и дальнобойные ракеты тоже дали. По международно признанной территории России бьют каждый день. Кусок этой территории и вовсе оккупирован. Абсолютно все шаги, за которыми, по заявлениям Путина и ручного его Медведева, должен был последовать Армагеддон, уже пройдены. И никому за это ничего не было. Анекдотом все эти пустые угрозы воспринимаются не только снаружи, но и внутри. Слова про красные линии и ядерное оружие страшно раздражают Z-авторов. Не с первого, не со второго, не с 10-го, но с какого-то раза дошло и до них, что такие разговоры – это показатель бессилия. Что Путин не фанатик и не самоубийца. Он не собирается фигачить ядеркой и получать гарантированное взаимное уничтожение. А разговоры о применении ядерного оружия заводят только тогда, когда угрожать больше нечем. Проблема в том, что угрозы ужаснее, чем ядерное оружие, не существует. Если ты уже грозил ядерной дубиной и на нее перестали реагировать, любая другая дубина будет гораздо меньше. Из этой точки по определению некуда повышать ставки. С точки зрения запугивания, большой ошибкой было с первого же дня войны грозить применением ядерного оружия. Но Путин так хотел всех напугать, чтобы быстренько выиграть войну, что просто не оставил себе пространства для эскалации. Видимо, эта нехитрая истина дошла даже до него. По крайней мере, за 1,5 месяца боевых действий в Курской области о ядерном оружии не было ни единого упоминания. Но вспомним об особом отношении к бумажкам с печатями и подписями. Для такого режима, какой у нас есть, сама по себе угроза ядерным оружием не последний шаг. С точки зрения наших бюрократов, и только с их точки зрения, существует еще один уровень эскалации – записать свои угрозы на бумагу и придать им официальный статус. С точки зрения путинского режима бумажка ничего не значит, если налагает на него ограничения. Но бумажка, написанная им самим, управляет вселенной. Как исправить аховую демографическую ситуацию, например? Принять пачку новых федеральных законов, запретить пропаганду неведомого child-free и тут же все строем отправиться рожать. Как сделать ядерную угрозу чем-то большим, чем привычное злое болботание? Нужно ее превратить в документ с печатью. Тогда это будет не просто регулярное балабольство, а официальная бумага.
Тут мы переходим к тому документу, который в фольклоре называется очень громко «Ядерная доктрина России». На самом деле речь идет об указе президента России об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Это не федеральный закон, не статья Конституции. Он никого ни к чему не обязывает и не налагает никаких ограничений. Это декларативный документ, который президент демонстрирует Совету Безопасности. Это не какая-то бумажка, в которую посмотрит абстрактный полковник, командующий пусковой установкой, и обязан будет запустить ракету. Нет. Применение ядерного оружия – это исключительная компетенция президента Российской Федерации. В вопросе применения ядерного оружия Путин не обязан ни с кем советоваться и ничем себя ограничивать. Своими указами президент рисует абстрактную рамку, в которой от него можно ожидать приказа на применение ядерного оружия, не более того. Это вовсе не значит, что президент как-то обязывает себя применить его в определенных обстоятельствах или, наоборот, обещает его в каких-то других обстоятельствах не применять. По сути, это рассуждение о чем-то сугубо гипотетическом. И составлен этот документ именно так, как набор весьма абстрактных обстоятельств, которые, смотря как их прочитать, в рамках этой войны могли бы произойти уже множество раз. Например, пункт В раздела 19 действующего ныне указа от 2 июня 2020 года гласит: ядерное оружие может быть применено в ответ на воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Ну, мы знаем, что Украина несколько раз прицельно била по радиолокационным станциям, которые никак не используются в этой войне, но являются компонентом ядерного щита России. Они сканируют небо, засекая запуски американских баллистических ракет. Но РЛС не нефтебаза и не арсенал с ракетами, красиво она не горит. Так что эти атаки не то что не повлекли за собой ядерного ответа, они даже новостью толком не стали. Обсуждали их только эксперты и только в том смысле, что западные союзники Украины были очень недовольны. Следующий пункт действующего указа выглядит еще менее осмысленным. В нем говорится, что применение ядерного оружия возможно в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Но вообще-то сложно представить себе вооруженную агрессию, которая не ставит под угрозу существование государства. В принципе, если одно государство нападает на другое, вряд ли оно собирается по-дружески стукнуть противника по плечу, дескать, да ты чё, я ж прикалываюсь. Агрессия между государствами, как правило, ставит своей целью уничтожение оппонента. Так что под имеющуюся формулировку можно подверстать что угодно. Скажем, оккупация части территории разве не ставит под угрозу существование государства? Нерушимость границ вообще-то базовое свойство государства. Если читать действующий указ, вывод из него следует один. Президент Российской Федерации может применить ядерное оружие когда угодно и ни перед кем не обязан в этом отчитываться. Сейчас Владимир Путин в этот документ, который и так его ни к чему не обязывал и никак не ограничивал, планирует внести изменения. Тут имеет смысл привести цитату, как она есть. Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты, стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Тут первое предложение сразу же противоречит второму. С одной стороны, четко фиксируются условия перехода к применению ядерному оружию, что как бы намекает. Речь идет о каком-то законе. Типа, если сложились определенные обстоятельства, значит, обязаны применить ядерку. С другой стороны, ничем не ограниченный в деле применения ядерного оружия президент обещает рассмотреть такую возможность. Нет никаких сомнений, новый указ будет выпущен. В нем будет перечислено все, что Путин вчера наговорил. И в этом смысле цели и задачи в том виде, в котором их понимает наш режим, будут выполнены. Бумажка изготовлена, обязательство рассмотреть закреплено, новый шаг эскалации сделан. Ведь действительно, как могут продолжать взрываться артиллерийские арсеналы, разнося всю округу в радиусе нескольких километров, когда мы издали специальный нормативный акт, где это строго-настрого запрещено? Да, наши угрозы ядерным оружием вышли на 200, но в этот раз все официально, в этот раз прям указ опубликуем. Да, он нас ни к чему не обязывает,
Ну так и не дело какой-то там бумажки нас обязывать. Бумажка управляет всеми на свете, но только не нами. Однако это ничего не меняет, ведь мы дали понять, что в этот раз до предела серьезно. Что будет, когда окажется, что потрясение листком со свежими чернилами никого не впечатлило, и дроны с ракетами летают, как летали? Да ничего не будет. Такого рода новости очень сильно волнуют всех в моменте, но очень скоро все забывают, что на сайте президента раньше висел документ с одним текстом, а теперь висит с другим. Мы с самого начала войны твердим одно и то же, и третий год наши предположения подтверждаются эмпирически. Владимир Путин может применить ядерное оружие, физических ограничений тут нет. Но, принимая во внимание личность Путина и плюс-минус понимая, как эта личность ценит свою жизнь, вероятность подобного развития событий ничтожно мала. Тем не менее, если вероятность такую все же рассматривать, то решение о применении ядерного оружия не будет спровоцировано никаким внешним воздействием. Если такое решение будет принято, то по тем причинам, которые Путин в своей замкнутой реальности сочтет достаточными. Не нужно в очередной раз впечатляться бумажками, которыми наш режим так любит всех впечатлять. Не нужно путать автократию с демократией. В автократии действия власти не являются реакцией на внешние сигналы. Автократия, а особенно персоналистская автократия, реагирует только на сигналы между нейронами в одной конкретной голове. Голова эта не подчиняется законам и даже собственным указам. Вообще ничему, что можно увидеть извне. Голова эта не живет в той же реальности, что и мы с вами. Голова эта определенно способна на идиотские и кровавые поступки. Ну уж точно не потому, что некая бумажка так велит. До завтра.